Всем привет, друзья! Хочу поблагодарить этих ребят: Вова Светочкин, Леха и Голди. Отвечаю Вове: пока не знаю, что брать, но безработный меня пока не очень интересует. Я даже второй сезон не посмотрел. Скоро сделаю опрос из того, что мне хотелось бы рассказывать. Главное, чтобы мои интересы пересекались с вашими. Как-то так. Прошлый выпуск закончился на том, что Такемичи отчаялся, как тут приехал Такеоми и собрал Брахман, чтобы атаковать Рокухару. Однако не пришлось долго ждать. Рокухара сама приехала на битву, а позже к ним присоединились свастоны Канта. Началась ожесточенная битва. Такеоми хотел подраться с Саусом, однако вмешиваются Бенкей и Вакаса. Майки стоит в сторонке и наблюдает за всем. Ну что ж, давайте узнаем, что было дальше. Погнали! Нам показывают прошлое. Террану Минами рос в фавелах в Рио, Бразилия. Фавелы – это трущобы. Он жил вместе с больной матерью, а из развлечений было только расстроенное пианино. Дино заботился о матери и обучил Минами из другой страны, как жить в этом городе. Минами впервые познал насилие 5 лет, когда по просьбе Дино Минами убил его врагов из пистолета. Дино хвалит Минами и дает ему прозвище Саус. Дино был королем города, настоящим гангстером. В тот день на вырученные деньги мальчик впервые купил себе хорошие ботинки и узнал цену насилия. Саус наносит нескончаемые тяжелые удары по Дино, и в 12 лет Террану Минами забил до смерти Дино. После у него полились слезы, и в свои 12 лет он уже стал тираном. Гангстерская банда Дино Саус, босс Террану Минами ака Саус. Я так понял, Саус специально избил Дино, чтобы стать главарем банды, которая была организована самим Дино. Когда Минами было 14 лет, на его дом напала вражеская банда. После смерти матери у него не осталось родителей, и поэтому он переехал к своим бабушке и дедушке в Японию. 24 февраля 2006 год. Исправительная школа. Кто-то говорит: черт, новые прибывшие – это крупные шишки. Саус, вы же слышали о происшествии в Канто? Саус ничего не знает об этом. Парень рядом с ним говорит, что сегодня прибыли действующие лица в том происшествии. Саус спрашивает, кто они, и парень говорит ему, что это Поднебесье из Йокогамы, братья Хайтани из Раппонги, глава 9-го поколения черных драконов Мадарамы Шион, Муто Йосихиро из бывших свастонов Токио, Мачидзуки Канджи из Кавасаки. Приятель Сауса говорит, что они все влиятельные персоны в Канто. И Саусу приходит мысль, что если он их всех разнесет, то станет номером 1 в Канто. Его приятель это подтверждает. И Саус завелся и решает попробовать создать свою эпоху в Японии. Все ужасное поколение валяются на земле избитые. Саус улыбается в своей манере. Мочи признает, что он монстр. В 2007 году Террану Минами вышел на свободу. Ужасное поколение ждет его у ворот и благодарит их за то, что они подождали, называя их ублюдками. В этом же году Саус создал Рокухара Тандай. Саус говорит Ран, что он хочет заполучить Какучо, сильнейшего из Поднебесья. Эх, вспомнился Изана. Хотел бы я посмотреть на драку Изаны против Сауса. Это был бы эпиком. Ран ему отвечает, что Какучо не будет плясать под его дудку. С давних пор он не хотел быть одним из ужасного поколения. Однако Изане он подчинился. Саус смеется и говорит, что он мастер переговоров. Саус дерется с Какучо. Какучо лежит избитый. Он тяжело дышит и сдается. И дает ему прозвище «Несравнимый Саус». Бенкей и Вакаса уже немного побиты. Саус стоит уверенно и дразнит их обоих, говоря, что такое брахманы. Уже устали? Бенкей признает, что он монстр. Тут Какучо оглянулся на секунду и смотрит, как сильнейшее дуо противостоит Саусу, и думает, каким бы сильным не было первое поколение черных драконов, Террану Сауса им не победить. Само насилие на его стороне.
Сумасшедшая драка Брахман и Рокухара продолжается. Саус замахивается со словом «форте» на Вакасу, и сильнейшее дуо тоже несется в контратаку. За доли секунды до столкновения Вакасы и кулака Сауса Вакаса уворачивается. Саус удивился, что промазал, и Вака поднимает свою левую ногу на 180 градусов и наносит мощный удар по голове Сауса. Такая траектория удара даже Майке не снилась. Саусу явно было неприятно. У Ваки невозмутительный взгляд. И снова прыгает и наносит мощный удар пяткой по лицу Сауса. И сразу другой ногой, прощаясь, пинает по затылку Сауса. Рокухара просто охреневает от скорости Вакасы и как он долго висит в воздухе. У Сауса пошла кровь из носа и замечает, что на него несется Бенкей и наносит мощный удар с большого размаха. Саус аж улетел на несколько метров. У ребят челюсть отпала от удара, который отправил 2-метрового Сауса в полет. Такемичи тоже охреневает. Ребята кричат «Вака», Идатен и Бенкей с геркулесовой силой, без сомнений, это сильнейшее дуо первого поколения черных драконов. Вака хвалят Бенкея. Бенки отвечает, что без его помощи у него не получилось бы нанести удар. Также Идатен – это одно из буддийских божеств, славящееся быстрым бегом. Майки продолжает молча смотреть. Коко спрашивает его: «Тебя точно все устраивает? Такими темпами брахманы заберут себе всю славу и битва окончится?» Майки ему отвечает: «Ты так думаешь?» Коко озадачен. Саус лежит и медленно уселся на земле. Вака и Бенки удивлены этому, и Саус встает. Он призадумался и рассказывает, что того, кого он звал отцом, он со всей любовью забил до смерти. Ваку удивило, что у него на теле следы от пуль. Саус рассказывает, что когда ему было 15 лет, его мама была убита из-за мести, и, возможно, он сам тоже умер тогда от выстрелов. Его лицо становится более кровожадным и говорит, что ему не унять это желание. Вака и Бенкей дрогнули, и Такемичи понимает, что это импульс. Он вспоминает, как Майки упоминал его. Такемичи нервничает, и Саус обращается к этим двоим. «И такие, как вы, могут меня остановить?» Это желание побуждает меня становиться сильнее и сильнее. И повторяя с каждым разом эту фразу, он жестко избивает Вакасу и Бенкея. Это уже был совершенно другой Саус. Маленькая ремарка. В русском переводе говорится, что Саус упоминал именно про импульс, а в английском переводе он говорит именно о желании и побуждении. Просто мне кажется, не все знают о существовании в себе черного импульса. Насколько я понял, для Сауса это неукротимое желание насилия. Продолжаем. Вака и Бенкей уже не способны драться дальше. Саус остановился и смотрит в небо, и говорит, что благодаря его побуждениям он полюбил насилие. И, обращаясь к Майке, говорит, что он ее точно понимает. Такемичи в шоке, что легендарное дуо угасло за секунду. До Такеоми начинает доходить, что Саус монстр. Кто-то позвал Сауса сзади. Это была Сэнджу. Такемичи и Такеоми в шоке, что она решила вступить в бой с ним. Сэнджу просит прощения у Вакасы, но она больше не может стоять в стороне. И Сэнджу серьезно намерена вынести Сауса. Непонятно, что сказал Саус, но ему нравится ее настрой. Ну, на этом и закончим. Вака и Бенкей дрались достойно. Я, конечно, не ожидал, что Саус окажется настолько сильным, так как Бенкей и Вака, они ведь раньше сами были главарями крупных группировок, поэтому думал, что они все-таки победят Сауса вместе. Но не тут-то было. Импульс внутри Сауса все зарешал. Мне вот интересно, у Сауса импульс появился из-за тяжелого детства, а также он просто не познал любви к людям. Дино испоганил его психику, и вследствие чего родился в нем этот самый импульс. А теперь возникает вопрос, что случилось у Майки в прошлом, что являлось причиной появления черного импульса? Может, его импульс появился еще, когда Шиничиро был жив? Может, дело в родителях? Надеюсь, нам объяснят происхождение черного импульса. Ну а на этом все. Ставьте лайки, не забывайте подписываться и оставляйте свои комменты. Как думаете, все ли было гладко в детстве у Майки? С вами был Vision Manga.
До скорой встречи!